Через 50 лет многие животные, которых мы считаем обычными, исчезнут навсегда. Тогда люди спросят, почему мы не спасли их раньше? Ответ окажется неприятно простым. Потому что слишком долго боролись не с той угрозой. Представьте птицу, которой было настолько много, что ее стаи закрывали солнце. Во время миграции миллиарды птиц одновременно пролетали над головами людей, и небо буквально темнело на несколько минут. Этой птицей был странствующий голубь. Животных было настолько много, что сама идея их полного исчезновения выглядела абсурдной. Но в начале 20 века умер последний представитель этого вида. Всего за 1,5 столетия человек полностью уничтожил вид, который раньше казался неисчерпаемым. И самое страшное даже не это. Самое страшное, что большинство людей поняли масштаб проблемы только тогда, когда спасать уже было нечего. И судьбу странствующего голубя разделили многие другие животные. По некоторым оценкам, сегодня виды исчезают в десятки, а иногда даже в сотни раз быстрее, чем должны исчезать естественным образом. Причем речь идет не о далеком будущем, это происходит прямо сейчас. Именно поэтому меня всегда удивляет одна вещь. Стоит заговорить о террариумах, аквариумах или зоопарках, и разговор почти неизбежно сводится к клеткам, отсутствию свободы, страданиям животных. Это понятная реакция, но за ней прячется вопрос, который почти никто не задает. А что, если проблема уже не в том, что животные живут рядом с человеком, а в том, что все больше видов теряют возможность жить без него? Все больше ученых считают, что прямо сейчас на Земле идет 6-е массовое вымирание. Впервые в истории Земли причиной массового вымирания стал не астероид, не вулканизм и не изменение климата, а один биологический вид – человек. Если нынешние тенденции сохранятся, к концу этого века многие экосистемы изменятся до неузнаваемости. Для множества животных речь уже идет не о благополучии и даже не о численности. Речь идет о том, смогут ли они вообще продолжить существование. Если когда-то людям казалось, что исчезновение целого вида невозможно, то как нам действовать сегодня, когда это происходит на наших глазах? На первый взгляд ответ кажется очевидным. Нужно сохранять леса и водоемы, создавать заповедники, бороться с браконьерством, защищать места, где животные живут. Все это действительно необходимо, но существует еще один инструмент сохранения видов. Вокруг него не утихают споры. Зоопарки, аквариумы, террариумы, питомники и частные коллекции. Для одних это символ эксплуатации животных, для других один из последних инструментов, способных сохранить виды, которым все труднее выживать в природе. Но могут ли они действительно стать частью решения? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно понять масштаб происходящего. Насколько быстро мы теряем биоразнообразие? По некоторым оценкам, с начала эпохи великих мореплаваний человечество уже потеряло около 500 видов птиц и 1500 видов амфибий и рептилий. За этими цифрами скрываются не абстрактные статистические данные, а реальные. Дронт, стеллера корова, странствующий голубь, сумчатый волк. Когда-то эти животные были обычной частью окружающего мира, сегодня от них остались только музейные экспонаты, рисунки и старые фотографии. Эти и многие другие исчезнувшие животные – лишь малая часть общей картины. Более того, даже приведенные оценки учитывают только те виды, исчезновение которых удалось подтвердить официально. И здесь возникает серьезная проблема. Если открыть черные страницы Красной книги, может показаться, что вымерших животных не так уж и много. Но дело не в том, что виды перестали исчезать. Дело в том, что официально признать вид вымершим невероятно сложно. Организуются специальные экспедиции, проводятся поиски, и иногда десятки лет уходят на попытки найти хотя бы одну живую особь или след, доказывающий, что вид еще не исчез окончательно. Поэтому реальные потери биоразнообразия зачастую происходят значительно быстрее, чем успевают попасть в официальную статистику. Но самое важное заключается в другом. Когда речь заходит об исчезновении животных, люди обычно представляют браконьеров, незаконную торговлю или охоту на редкие виды. Безусловно, все это остается серьезной проблемой. Однако сегодня главная угроза для большинства видов выглядит гораздо менее драматично. Им просто больше негде жить. Ученые называют это утратой среды обитания, и сегодня это главная причина исчезновения видов. Животное может находиться под самой строгой охраной закона, его могут запрещать отлавливать, продавать, вывозить или содержать, но если исчезает место, где этот вид способен жить и размножаться, все эти меры теряют смысл. Посмотрите на тропические леса. По некоторым оценкам, в Амазонии в относительно нетронутом состоянии сохранилось около 7% первоначальных лесов. На Мадагаскаре ситуация еще хуже, менее 4%. Проблема даже не в площади, проблема в том, что леса перестают быть единым пространством. Лес редко исчезает за день, обычно его убивают медленно. Сначала появляется дорога, потом вырубается небольшой участок, потом ферма, потом еще одна, потом поселок, в конце концов появляется город. И однажды оказывается, что огромный живой массив превратился в набор изолированных островков. Огромный лес начинает напоминать лоскутное одеяло. Популяции животных оказываются отрезаны друг от друга, перестает происходить обмен генами, начинается вырождение. Именно поэтому многие природоохранные проекты сегодня создают так называемые зеленые коридоры,
поддерживая идею Джеральда Даррелла. Узкие полосы леса, которые соединяют разрозненные участки между собой, чтобы животные могли перемещаться и сохранять генетическое разнообразие. Масштаб изменений заметен даже без научных статей. Если вам больше 40 лет, попробуйте вспомнить летние поездки на машине. После нескольких часов дороги лобовое стекло приходилось буквально отмывать от насекомых. Сегодня такое происходит намного реже. Это очень наглядный показатель того, насколько сильно изменился окружающий мир всего за несколько десятилетий. Очень часто можно услышать, что главным врагом дикой природы является животноводство. Аргументы для этого есть. Миллионы гектар пастбищ, огромные территории под корма. Картина простая, но именно эта простота и сбивает с толку. Ведь реальность оказывается гораздо сложнее. Не важно, сколько земли забрал человек, важно, что он оставил после себя. Хороший пример можно найти в Аргентине. Во многих регионах местные пастбища используются с такой плотностью выпаса, которая позволяет сохранить значительную часть естественной растительности. Первоначальная экосистема уже изменена, а местами и вовсе утрачена, но при этом многие местные виды продолжают существовать. Птицы, насекомые, рептилии и мелкие млекопитающие все еще остаются частью этого ландшафта. Экосистема становится беднее и проще, но она продолжает жить. Совсем иначе же зачастую выглядят современные монокультурные плантации, такие как соя, масляничная пальма, кофе, ореховые и фруктовые культуры. На спутниковых снимках это могут быть тысячи квадратных километров идеально однородной зеленой территории. Один вид растений, одни и те же методы обработки, пестициды и другие ядохимикаты. В некоторых плантациях плотность диких животных падает настолько сильно, что порой там сложно встретить даже обычных насекомых. Именно поэтому для сохранения биоразнообразия имеет значение не только площадь преобразованной территории, не менее важно то, остается ли она хоть в какой-то степени пригодна для жизни других видов. Потому что между измененной экосистемой и практически мертвой экосистемой существует огромная разница. Возникает вопрос, если человек продолжит занимать все новые территории, сможем ли мы сохранить все существующее разнообразие животных только в дикой природе? Судя по нынешним тенденциям, вряд ли. Именно поэтому резервные популяции становятся все важнее, и вот здесь начинается самая спорная часть всей истории. Когда люди слышат слово террариумист, многие представляют человека, который просто держит дома ящериц ради собственного удовольствия. Но на практике все намного интереснее. Почти каждый специалист когда-то начинал с самых обычных животных. Для кого-то первым питомцем мог стать иоблифар. Именно с него может начаться путь человека, который через 10 лет будет разводить редких и исчезающих гекконов, змей, амфибий либо других животных. Проблема в том, что методики содержания не появляются сами по себе. Кто-то должен первым научиться инкубировать яйца, кто-то должен подобрать правильный корм, кто-то должен разобраться в условиях размножения, кто-то должен вырастить первое поколение животных в неволе. Очень часто эту работу делают не крупные организации и не государственные программы. Ее делают обычные увлеченные люди. Причем история знает немало случаев, когда именно разведение в неволе спасало виды от полного исчезновения. Один из самых известных примеров – ресничатый геккон, которого большинство террариумистов знает как банноеда. Сегодня это один из самых популярных гекконов в мире, но еще совсем недавно люди были уверены, что он исчез навсегда. Впервые данный вид был описан в 1866 году. После этого банноед практически полностью пропал из поля зрения ученых. Десятилетиями его никто не встречал в природе. Со временем вид начали считать вымершим, но в 1994 году произошло событие, которое полностью изменило его судьбу. Во время экспедиции на Новую Каледонию исследователь Роберт Сайп вновь обнаружил этих гекконов в дикой природе. После повторного открытия 12 животных нелегально оказались за пределами Новой Каледонии. Именно от этих первых особей происходит большая часть современных банноедов, содержащихся в неволе по всему миру. Контраст в датах говорит сам за себя. В 1994 году это был загадочный геккон, которого многие считали исчезнувшим, а сегодня это один из самых массовых видов террариумистики. Другой пример – Ринхофис буланже, или же сегодня Гониазома буланже. Данную змею знают многие террариумисты. Ярко-зеленое тело, древесный образ жизни и характерный вырос на конце морды сделало ее одной из самых узнаваемых змей в любительских коллекциях, хотя начиналось все куда менее радужно. Ринхофисы обитают в труднодоступных горных районах Северного Вьетнама и Южного Китая. Даже для исследователей это непростые места. Поэтому на протяжении десятилетий о данной змее было известно удивительно мало. Перелом случился в 1995 году, во время экспедиции Зоологического института Российской академии наук во Вьетнам, среди участников которой было 2 человека, строго нацеленные на поиски данной змеи, а именно Сергей Рябов, основатель Тульского экзотариума и один из ведущих мировых специалистов по содержанию и разведению змей, и Николай Люцианович Орлов, известный ученый-герпетолог, один из основателей Тульского экзотариума, чье имя давно стало частью мировой герпетологии. К счастью, их поиски увенчались успехом, и в Тулу удалось привести 3 змей. На первый взгляд это небольшая группа редких животных, но именно с нее началась история мировой популяции Ринхофиса буланже в неволе. В
Тульскому экзотариуме впервые в мире удалось получить потомство этого вида. Позже новые экспедиции позволили привести еще 10 животных и расширить программу разведения. Со временем выращенных змей начали передавать в другие зоопарки и частные коллекции. Спустя годы Сергей Рябов решил подсчитать, во что все это выросло. Он связался с владельцами животных и учреждениями, куда ранее передавались рейнхофесы. Результат удивил даже его самого. Около 10 тысяч особей. Вся мировая популяция рейнхофеса Буланже в неволе выросла из нескольких змей. И это один из самых наглядных примеров того, почему разведение в неволе иногда играет огромную роль в сохранении видов. Потому что будущее редкого животного далеко не всегда зависит от тысячи особей в природе. Иногда все начинается всего с нескольких животных и людей, которые смогли научиться их содержать и разводить. Еще один удивительный пример – Телодерма кортикали, или же маховая лягушка. Это один из самых необычных представителей амфибий на планете. На первый взгляд ее даже сложно принять за живое существо. Вся поверхность тела покрыта множеством бугорков, складок и выростов, а окраска напоминает кусок старого мха, лишайник или кору дерева. Если такая лягушка сидит неподвижно на камне, заметить ее практически невозможно. Именно эта невероятная маскировка делает Телодерму кортикали одним из самых необычных видов среди земноводных. Обитает она в горных районах Вьетнама. Сегодня данную лягушку легко найти в коллекциях по всему миру, но путь к этому начался в затопленном подвале старого французского поместья. Во время экспедиции в 1995 году в районе Тамдао исследователи сделали необычную находку. Под руинами старого французского поместья, среди воды и каменных обломков были обнаружены Телодермы кортикали. Но самая интересная часть этой истории началась позже. Хотя в изучении вьетнамской фауны участвовало немало специалистов, именно телодермой впоследствии особенно плотно занялся Евгений Михайлович Рыболтовский, один из наиболее известных специалистов по амфибиям на постсоветском пространстве. Первые телодермы попали в его коллекцию, и тогда практически все пришлось изучать с нуля. Постепенно именно Евгений Рыболтовский разработал методики содержания и разведения данного вида в неволе. Впервые было получено потомство. А накопленный опыт позже стал основой для ее дальнейшего распространения в коллекциях террариумистов и зоопарков по всему миру. Сегодня Телодерма кортикали стала одним из самых распространенных видов амфибий в террариумистике. Часть информации для этого фрагмента я взял из различных рассказов самого Евгения Михайловича. Сейчас он работает над трехтомной серией книг, посвященной своим экспедициям во Вьетнам. Именно в третьем томе будет подробно рассказана история находки телодермы и многих других животных. На момент выхода данного видео книга находится на этапе сбора средств на издание. Я рассказываю об этом исключительно потому, что подобные истории редко удается услышать от людей, которые сами участвовали в этих событиях. Если вам интересны такие материалы, можете найти проект на сайте Планета. Но для нас данная история важна совсем по другой причине. Она показывает одну простую вещь. Разведение в неволе – это не просто размещение животного в террариуме. Очень часто за этим стоят годы работы конкретных людей. Людей, которые готовы тратить свое время на изучение вида, о котором ранее почти ничего не было известно. Потому что иногда сохранение животных начинается не с громких международных программ, оно начинается с одного человека, который решил посвятить часть своей жизни одному необычному животному. Истории Баннаеда, Рейнхофеса, Телодермы показывают одну простую вещь. Создание резервной популяции действительно может спасти вид. Тогда почему так тяжело ее создать? Тут в игру вступает CITES. Формально это международная система контроля торговли редкими животными и растениями. Ее задача – ограничивать вывоз исчезающих видов и тем самым их сохранять. На бумаге все логично, но на практике нет. Во многих тропических странах прямо сейчас продолжается уничтожение среды обитания, а вместе с ней исчезает местная фауна. На этом фоне получить животных для создания резервных популяций становится все сложнее. Возникает парадокс. Разрушить место обитания зачастую проще, чем легально вывести нескольких особей для разведения. Причем основные ограничения бьют не по браконьерам. Они не читают международной конвенции. А вот те, кто пытается действовать законно, ученые, зоопарки, заводчики, упираются в месяцы, а иногда даже в годы бюрократии. И это не абстрактная проблема, это видно на конкретных примерах. В ряде стран местное население может свободно добывать животных, например, Суринам. Там разрешен отлов любых попугаев без лицензии, до 10 штук в день. То есть местные люди выходят на дорогу, стреляют в стайку пролетающих попугаев, и если птица падает далеко в джунгли, за ней просто не идут. Это легально. При этом существует международная система квот, по которой в тех же странах существуют ограничения на вывоз этих же самых попугаев для зоопарков и разведения. Спросите себя, что для попугая лучше, чтобы его отстрелили и он сгнил в джунглях, или чтобы он попал в квоту, уехал в зоопарк или коллекцию и дал потомство. И это не единичный случай. CITES регулирует торговлю через квоты, иногда парадоксально. Например, в Индонезии пестрого питона можно легально вывести до 4500 голов, и ни единый больше. А вот в виде шкур вывоз разрешен до 150 тысяч экземпляров. В какой-то момент это начинает выглядеть так, будто живое животное ценится куда меньше, чем мертвое. При этом
Даже для видов, не попадающих под ограничения, все равно требуется отдельное подтверждение, что это non-CITES, то есть документ, за который так же, как и за все остальные, нужно заплатить организации. Все это происходит на фоне того, что первичных тропических лесов практически не осталось. В большинстве регионов сохранились лишь вторичные экосистемы, и даже они продолжают исчезать. Но вывоз животных из этих территорий остается жестко ограниченным. Здесь возникает главный вопрос. Если вид теряет свою среду обитания прямо сейчас, имеем ли мы право лишать его шанса выжить за ее пределами? И это только часть проблемы. Есть еще болезни, например, хитридиомикоз, грибковая инфекция, которая распространилась среди амфибий и стала глобальной пандемией. Виды, которые никогда с ней не сталкивались, просто не имеют к ней устойчивости и исчезают буквально у нас на глазах. В таких условиях популяции в зоопарках и частных коллекциях перестают быть альтернативой природе. Они становятся страховкой, потому что если вид исчезает в дикой среде, вернуть его уже невозможно. И главное, что мы до конца не понимаем, что именно теряем вместе с исчезновением видов. Например, кожные токсины некоторых амфибий уже сегодня активно изучаются медициной, и на их основе разрабатываются новые обезболивающие, изучаются механизмы воздействия на нервную систему. И это только малая часть. Каждый исчезнувший вид – это не просто еще одно животное, это закрытая навсегда библиотека, к которой у нас больше никогда не будет доступа. И вот после этого всего многие спрашивают, что же вообще может сделать обычный человек? Ответ очевиден. Купить у нас вот это укрытие в виде дупла для бананоеда или любого другого древесного вида, а также еще примерно 20 изделий бренда Тума по ссылке в описании. Спасибо за просмотр. Ладно, проблему шестого вымирания это не решит, но магиконы точно будут довольны. Если же говорить серьезно, остается последний, самый эмоциональный вопрос. Вопрос свободы. У этой фразы удобный лозунг и почти никакого отношения к тому, чем природа является на самом деле. Для большинства животных свобода – это не романтика, это постоянный риск. Голод, паразиты, болезни, хищники, засуха, холод, конкуренция – свобода для них – это ежедневная борьба за выживание. У неволи свои недостатки, и отрицать это глупо, но факт того, что хорошие зоопарки и питомники дают вещи, которых в природе просто не существует, отрицать невозможно. Стабильная еда, ветеринарная помощь, защита от паразитов, контроль условий и безопасность. Животные в хороших условиях живут в 2 раза дольше, чем в дикой природе. Да, территории меньше, но взамен жизнь без постоянной угрозы умереть завтра. Но это не оправдывает плохое содержание. Животным нужен уход, качественное оборудование, время и деньги. Если смотреть шире, люди, которые умеют содержать и разводить животных, могут оказаться намного важнее для сохранения видов, чем принято считать. Потому что история уже показала одну простую вещь. Самое опасное заблуждение – думать, что природа вечна. Так думали во времена странствующего голубя, так думали перед исчезновением десятков других видов. Реальность всегда оказывается жестче. Виды становятся редкими быстрее, чем общество это замечает, и исчезают стремительнее, чем мы успеваем что-то сделать. И возможно прямо сейчас где-то стоит обычный террариум, обычный человек с простым хобби, но через 10-20 лет именно он может оказаться среди немногих, кто умеет содержать и разводить вид, исчезающий в природе. Тогда становится ясно, террариумы, зоопарки, программы разведения – это не проблема, это одна из последних страховок для мира, который стремительно теряет биоразнообразие. И через 50 лет кто-то посмотрит на наше время и спросит, почему мы не спасли их раньше. Ответ окажется неприятно простым. Их последний шанс был не в заповедниках, а у кого-то дома, в маленьком террариуме, с первым бананоедом внутри.